Ребята, привет-привет. Опа, у нас мажор в чате сразу с первой секунды. Здорово, здорово. Магазин Успех 22. Привет, братяга-пятяга. Желаю хорошего стрима. Спасибо большое. Так, все, надо прихорошиться, а то что-то на голове, конечно, такой трындец творится. Ну, я ничего не могу с этим сделать. Я уже пытался там укладки, там, не знаю, что угодно делать. Ну, что-то, вот этот вот кепчик меня вот этот бесит. Он что с ним сделать, непонятно. Уложить, что ли, ирокез себе сделать. Хай. Будем рандомить. Смотрю тебя обычно X2 скорости. Думаю, ты чи накуренный, чи бухой, а оказалось так обычно и говоришь. Привет еще раз. Привет. Да не надо, Дмитрий, не надо. Я как раз, если что, если посмотреть других стримеров, либо других контент-мейкеров, я довольно-таки еще активно и быстро разговариваю. Я даже, я иногда вот смотрю там ролики, и я не могу их смотреть, потому что они так монотонно разговаривают. Вот просто вот так вот разговаривают. Знаешь, что этот вот блиц, скорость без границ. Еще, кстати, мой голос может исповедоваться. Искажать и дубляж. Ой, какой дубляж? У меня уже весь мозг в этом дубляже, потому что я пытался его сегодня хоть как-то реанимировать, но по итогу реанимировал свою жопу только. Ой, у меня стоит шумодав от OBS. Возможно, он еще меня как-то там подрезает в голосе и тому подобное, потому что у меня нет идеальной тишины в комнате, нет у меня этой всей темы, короче, из-за этого еще может голос передаваться вот так вот. Ну, короче, ты понял. Лысым не хочешь быть? Не, ну у меня форма черепа красивая, если буду вдруг лысеть, я сразу себя под ноличек. Давненько не стримил, давненько не общался с вами. А ну-ка скажите, как голос мой и как голос игры в целом? Вообще у меня сексуальный голос, Дмитрий. Я уверен, что у тебя шишка встала. Сейчас позабираем весь этот хлам, который тут есть. Там, кстати, какое-то типа обновление что-то вышло. Сейчас почитаем его вместе с вами. Пу-пу-пу-пу, дьявол. По звуку все гуд, спасибо. Голос как у инсека под нектаром, слышь? Не, он тут не обижает, а? А, классный перевод. Я считаю зачетный. Да. Так, пофиксили, получается, то, что стан работал от полуорков сквозь БКБ. Раз. Пофиксили... Морские, получается. Ладно, я сделаю проще. Зачем я буду напрягать свои мозги, когда я могу просто открыть переводчик, изображение, бэмс и давай разрешить, конечно. Почитаю вместе с вами. Так, исправлена ошибка, из-за которой Deep Dive могла совершать базовые атаки во время применения своей способности. Deep Dive — это морская волшебница, короче, да? Сейчас. Где глубокое погружение. Я на самом деле такого бага даже не замечал, то что она во время каста своей способности могла тычки давать. Вот это я, конечно, прикололся. Морских пофиксили, они не бьют как раньше, пока кастовали. Ну, не морских, а скорее всего вот это вот, ну, ее, потому что она раньше там, знаешь, вот это танцы, и могла бить. Хотя на самом деле, даже если бы она била во время этого слипа, это какая-то хрень была бы, ну, если честно. Это явно не тот герой, ну, который, ну, ладно, окей, проехали. Исправлена ошибка, из-за которой эффект оглушения, но это мы читали. Исправлена ошибка, из-за которой некоторые предметы некорректно активировали экипированную способность вечность, ну то есть предмет вечность, БКБ, при применении навыков, что производило к провалу эффекта навыка, но при этом сохранялся переход в режим перезарядки. Ну это, короче, тот старый баг, о котором я понял, что это за баг. Кто вдруг не понял, что это за баг, что они тут конкретно поменяли вот в этой третьей части, то
Это условно вам прилетел какой-то контроль, БКБ активировалось, но контроль все равно работает. То есть вот этот вот баг, по сути, пофиксили. Так, ну шо мы сидим, да? Кстати, как качество картинки, скажите, нормальное? А то я тут немножко стрим перелопатил. Должно быть качество картинки... Во. Пока отвечаете, я стартану каточку поиск. Саммит? Так, какой саммит? Я в саммит, наверное, не попаду, ты шо? Это столько надо играть, чтобы в топ-100 саммита залететь. Норм? Хорошо. Я просто картинку сделал такую, что должен новый кодек даваться. Ну, статистика для сисадминов. Да. Нет. Не то. Ну, короче, должен новый кодек даваться сейчас. Картинка обычная. Но она должна быть чуть-чуть лучше. Я и битрейт поднял, все поднял. Ну, не должно быть от этого мыла и тому подобное. Так, что мы видим? Вижу аптечку, вижу яйца, двойные мобы, хаотичный договор. Блин, хаотичный договор, пески времени. Че, может на драконах попробовать? На телефоне не сильно различишь. Понял, понял. Мыла нет, норм. Но на Твиче и не было мыла, вот в чем прикол. На Твиче была всегда зачетная картинка. Меня вот больше интересует, как на ютубчике картинка хорошая или мыло есть все-таки. Короче, вкратце, что я сделал? Я сделал то, что у меня транслируется 2К разрешение, а перетранслируется в 1080 и повысил битрейт. То есть должно быть все четко. Все, отлично. Спасибо, спасибо за фидбэк, ребятки. Так, вижу панду. Ну чё, давайте пандочку расчехлим. 180 кубиков нет. Все, прекрасно. Спасибо тебе большое за фидбэк. Тут есть два момента. Идут панды, играем на панде. YouTube, как и Twitch, жрет качество. Ну, вот YouTube на самом деле мне не нравился тем, что он как-то жестче жрал качество, нежели Twitch. На Twitch как-то, ну, картинка получше, что ли. Ну, короче, я там сделал всякие махинации, там, тому подобное. Должно все быть нормально. Есть жрица. Блин, ну тут на магах хочется сыграть, если честно. Но тут, если честно, есть инвокеры. Я уверен, что инсектоиды нарисуются. И что я буду потом делать против инсектоидов с инвокером? Бибу сосать? Ну, бибу сосать я и так могу. На Твиче картинка падает за просто так. Периодически на кубике. Прикол. Ну... А на ютубе пишет 2К качество, когда 720 по факту. Вот эта вот проблема вот такая вот у меня была на ютубчике. Я вот когда смотрел свои записи, видел тоже эту проблему. Что по факту типа качество не такое, какое надо. Молнии. Пойдем. Пойдет, берем. Че, взять может еще один клевер? А, без клевера. Я тебя услышал, Заюми, я тебя услышал. Без клевера панду достал. Вопросов не имею. Ну, ты шо, дядя? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Что делать? Муравью только болт приделать. Не знаю, давайте на троллях сыграем. Чекай, панда Вокера родит на 8-м. Если есть провидец, значит инсек будет. Помянем этого инсека. Ранее. Давайте на троллях попробуем. Хотя. Может шаманчики? Я пока не спешу с выбором предметов, я думаю, может шаманчиков попробовать. А вдруг была не была? Давайте вот так еще уровень возьмем, 2 панды поставим. Возьмем еще один клевер, иди сюда. Вот так вот сделаем. Недавно за тобой стал следить, а теперь смотрю каждую твою игру. Йоу, сколько уже играешь, легенда? Ну, примерно... Ну, блин, больше 2 лет.
Да, больше 2 лет я делаю контент. Ну и по сути я играю в день 1-2 игры, а иногда больше получается. Ну, можно посчитать. Ну, у меня где-то, ну, если так посчитать в часах, то, наверное, около 2000 часов у меня будет. Наверное. Ну, не факт. Ну, короче, нормально, нормально. Тролли слабоваты. Так мы сейчас с антимагами у вас сделаем, и тролли будут... Сюда. Сюда. Хе. В общем, есть два момента. Во-первых, мы можем сейчас играть через синергию кунг-фу, через хитреца. Дракончики тут есть, инвокер есть, можем магов поставить. Но если инсект нарисуется, мне болт будет, а не магия. Генерал. Капитан очевидности, а не генерал. Трое с пандой пивной. Пьяный мастер. Ну, блин. Вообще пивная панда она может. Но когда есть антимаг, она ничего не может. Невкусно. Ну куда ты на одну фигуру-то прыгаешь, дятел? О, по-моему, выиграю. Выиграл. Хе. Я играл в первом сезоне, недавно зашел в Play Market, прослезился. И сколько у тебя там часов? Давай прослезимся и мы. Кунг-фу стали слабые. Похоже, их порезали, хотя патч ноуте ничего не писали об этом. А через кого ты играл и как ты играл, чтобы я больше понял информацию. Я, может, попробую кунг-фу реализовать в этой игре. Раз идет, почему нет? Ну, посмотрим, как оно дальше будет. Может, мне оно у меня сейчас, знаете, как идет, типа Санечку так приублажаю. Знаете, вот это вот ролевые игры со мной поиграет. О, тут чел тоже 2 клевера засунул. А потом, знаете, после ролевых игр такой... Ну, Сань, прости, ну не получилось, не вышло. Не, я наиграл в авточест немного времени, пару активных сезонов в самом начале. Ну, в самом начале это, наверное, когда был хайп и всякое такое. Панды тоже в пуле? Нельзя больше 2-3 звездочных генералов собрать? Вот это, если честно, Дмитрий, не знаю. Но, наверное, можно. То есть, хотя они тоже ограничены в пуле. Я, если честно, уже не помню. По-моему, они ограничены в пуле так же само. О, привет. Хорошего стрима. Спасибо, спасибо. Теперь более детально сижу, разбираюсь, что куда. Вот 2 недели активно. В 2019 вроде первые сезоны были. Да, она там в 2019 вышла. Были первые сезоны, самая актуальная игра была, она прям хайп лютый подняла, а потом разработчики вот решили, знаете, вот как просроченного кефира бахнуть и сверху еще просроченной селедкой закусить. И игру просто слили на нет. Я бы на твоем месте, ну, честно, не пытался бы разбираться в авточес. Я бы на твоем месте, если бы уже начал, то я бы уже пошел бы в ТФТ. Ну, для каждого на вкус и цвет, конечно. Но просто ТФТ будет более, ну, вот более классно. Вот, не добавить, в принципе, и нечего. Просто более классное. Разработчики там классные. Каждые 2 месяца выходит патч глобальный, который меняет абсолютно все. Ну, прям топ. Раньше была популярная сборка через 4 кунг-фу, 4 чернокнижника, 4 духа. Сейчас так не играет. Не просто так это. Раньше 4 кунг-фу были намного сильнее. Не, раньше да. Раньше, когда и маска 5-го тира была, соответственно, кунг-фу были гораздо сильнее. Просто сейчас, понимаешь, тебе приходится думать, и все хотят собрать Марси. А так ты можешь собрать, по сути, себе 6 духов и 4 кунг-фу. Это тоже будет сильно. Просто... Раньше ты мог поставить 2 чернокнижников и получал 30% от хила. Это много. Я еще, кстати, заберу винстрик. Сюда, мой сладкий. Сюда, мой сладенький. Просто булочка с корицей. Обожаю.
Я надеюсь, сейчас мне упадет хаотичный договор. Я активирую хаотичный договор. И обмажусь этим хаотичным договором. Игры с подписчиками будут? Сегодня нет. Сегодня будний день. Как видишь, 10 человек всего лишь на стриме на ютубе. На твиче не знаю сколько, не могу сейчас посмотреть. Ну, такое. Да я уже привык к этой помойке. Вот если честно, мне в ТФТ очень тяжело разбираться, потому что я привык в действительности к этой помойке. Но я плюс играл в доту до этого, поэтому я просто знаю, шарю. Вот и все. Типа мне комфортно здесь. Из-за того, что я знаю эту помойку, знаю, что делает каждый предмет, знаю, что делает каждый герой. Сюда. Поехали. Блин, но активировать хаотичный договор сейчас, это может быть огромная проблема для меня. Тут есть парень, который с Тинкером в 2 звезды, он будет намного посильнее меня. Блин, я тогда не смогу не смогу заабузить 7 Хотя, может и получится, поехали. Была не была, рискуем. А так буду иметь в виду. Посмотрю, что там ТФТ, но опять же, на ТФТ надо катать, с ПК редко получается. Но можно и с телефона покатать. Просто насколько тебе будет удобно с телефона катать. Там есть поддержка телефона, все как надо, просто насколько это тебе будет удобно. Мне, допустим, я вот попробовал, блин, с ПК мне намного комфортнее. Это, наверное, дело привычки все-таки, нежели чего-то другого. Что за ТФТ? ТФТ это Team Fightix от Лиги Легенд. То же самое автобатлер, можно сказать. Че, ребят, подождите. Вопросов не имею. Так, сейчас в чате почитаю. За стрим снайпить варианты имеются? Да, имеются, конечно, ты шо. Все зависит от насколько ты быстро сможешь. И попадет или нет. Потому что тут по рангам оно редко как накидывает. Очень редко. Так. А ты реально уже 7 лет играешь в нее? Нет, ты шо, я 7 лет не играю в эту игру. Я шо на тебя? Я шо, больной? Не, ну я понимаю, что я частично больной, но не так больной. Не настолько больной. Больной, но не полностью. Блин, хочется поставить шаманов, но мне кажется, шаманы сейчас будут послабее. Ладно, посмотрим. Мне за 2 недели уже скучновато стало. Какие-то одинаковые противники. Ночью видел меня чувак 9 нежити вынес. Я вообще не мог ему ничего сделать. Хоть весь стол был в легендарках трехзвездочных. Видел? Это ты куда кидал? В Телеграм? Если в Телеграм, то я, может, и не увидел. Потому что там слишком много сообщений иногда. Я вот открываю утром, допустим, как проснусь. И там 100 плюс сообщений. Я особо их, ну, не читаю. Ну, желательно, конечно, читать, но я особо их не читаю. Потому что слишком много. Мне и так надо заняться своим, поэтому я так, знаешь, быстренько пролистнул, чтобы там какой-то движа не было, кипиша не было, и все. Кстати, а как ты определяешь, с кем будешь воевать на следующей доске? Да никак. Боевого пропуска нет. Просто приблизительно, так знаешь, на глаз смотрю, что куда. Просто на глаз, короче. На Твиче 3 человек. 2 панды пришли сразу. Бывает такая чудо, да. Кстати, расскажи, знаешь ли ты, как приходят панды в шопе? Как они работают и когда появляются? Они появляются только тогда, когда кто-то продал. Если их кто-то не продал, то они не появятся. О, Гвард, хай. Ребята, я тут с подписчиками попался, мне жопа. Привет, привет. Я на стриме. Удачной игры.
Я ролил на 8 9 роллов по 20-30 по нулям. Только на 10-м? Нет, панды появятся только тогда, когда кто-то их продаст. А так они не появляются с бухты-барахты. Кстати, а что там, похитрец мне придет? Ну, мне, в принципе, уже пришло то, что я хотел. Кстати, чел инсеков хочет собрать. Да-да, сильно пинать не буду. Смотри мне. Я тебя запомнил. Там чересчур пул на них ограничен. Пулов, ну, по сути, нет. Тебе рандомно падает. И только если кто-то продаст эту фигуру, тогда только у тебя появится панда. Пуля. Ну, в продаже имею в виду. А пул, ну, мне кажется, все-таки есть ограничения на пул фигур. То, что тебе могут выпасть, не могут выпасть. Вот это, мне кажется, 100% есть. Просто в действительности эта информация правдивая. Вот это я не могу сказать. Ты с задержкой играешь? Ну, месячных у меня нет, но с минимальной задержкой на стриме, да. Мне на днях пришло сразу 4 панда-мага. Скрин есть. На столе было много панд, но панд-магов не было. Но это нормально. То есть там же вот написано в синергии то, что тебе может упасть той же расы, что и любая союзная фигура на доске. То есть тебе не важно, активно она, не активна, просто раса. Если есть, то будет. Вот, допустим, мне сейчас орка может упасть дизраптор, а может болт на 28. Ой, блин, я ж предмет забыл скинуть, ребятки. Затрындели меня немножко. Во всем виноваты. Проиграю, это вы виноваты, короче. А в следующей игре первая панда пришла на 32-м раунде. Это нормально. Это панды. Ты играешь здесь в рулетку. Тебе могут идти, а могут не идти панды. То есть, ну как получится. Бог рандома даст, все будет ок. Не даст. Ну что ж, помянем. Ребята, 20 человек на ютубе, а 4 лайка. Я думаю, надо исправить этот моментик, да? Вот у меня сейчас 5 панд на доске, во многих пандах у меня лежит клевер. Например, в 3. Если сейчас мне реликвия времени упадет, боже, какой это топчик будет. Это будет просто идеально. Если мне упадет реликвия времени. Панды сыпятся, я грибу, смотрите как. Я написал разработчикам по этому поводу, их ответ был таков. Если панда не дает 2-3 раунда, то продавайте и не играйте на них. Ой-ой-ой. Сильно. Но тут, кстати, смотрите, прикол. Тут есть чел, который нефритового генерала лутает. Просто что не в себя. Он его соберет в 3 звезды, поставит богов, он мне жопу разорвет. Я тут хитреца хочу, мне не дают. На next одну катку можно вместе сыграем? Но у меня сейчас ранг ферзь, по-моему, или король. Короче, если позволит ранг, то поехали, что нет. $200, пожалуйста. Можно выиграть раунд, пожалуйста? Мне 1 нужен. 2 не прошу, мне нужен 1. Ну не бей, пожалуйста, паучиху. Попади. Боже. Какая мразь. Ну, король 1 пойдет, пойдет. Запустит.
Мне не нравится нефритовый... Да ты издеваешься, вы посмотрите, как ему нефритовый генерал идет, боже. У него еще 2 яйца, ему один нефритовый генерал, его сделает его в 3 звезды и разорет всех. Мне спокойнее смотреть, как ты играешь. Я сильно нервничаю, когда играю сам. Ребят, запомните, в этой игре не надо нервничать. Эта игра, она рандомная. То есть, считайте, что вы пошли в магазине игрушку выиграть. Вот это, знаете, автомат стоит с игрушками, там монетку закинули. И считайте, что это вот эта вот игра. Не надо от ней париться. Ну, типа, в этом нет смысла. Вы только себе нервы попортите. Просто оно либо идет, либо не идет. Тут нет такого, как скилла. Тут есть просто понимание игры. Если ты более-менее понимаешь игру, что как построено, что как работает, то ты будешь побеждать. Но только если тебе будет приходить. Если тебе не будет приходить, ну, мыль жопу. Панда плюс инсектоиды неплохо в твоей ситуации. Нахрен они мне нужны, эти инсектоиды? Я ж не больной. Я вроде здоровый человек. Вон, смотри, чел инсектоидов собирает просто волосы назад и погнал. О, мать насекомое с первого раза нашел. Ну, еще и Джакира у него висит там. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ребяточки, держите мои трусы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я такую имбу получил. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Готовьтесь. Это будет эпично. Книжка. Спасибо, очень полезно. Пойду почитаю. Пойдет. Как же у тебя настроение меняется, как у ребенка. Просто настроение сегодня хорошее. Поэтому я такой живчик. Еще и выспался. А ты что, я 10 дней работал. По 12 часов в день. Я каменщик, работал 3 дня. На самом деле, не знаю, может... Ну, это Silence, пусть стоит, в принципе. О, а я думал, ты не читаешь на Твиче комменты. Да читаю, ты чё? Я все твои комментарии перечитал, если чё. Я и на Ютубе читаю, и на Твиче. Просто есть моменты, когда я вот в игре. Ну, погружен в игру и изучаю, что в игре происходит. Поэтому я ж не могу только один Твич читать и при этом не играть. Я просто немного работаю и не все слушаю. А, понял. Ну вот видишь, но я все читаю. О, скилл детектит на панды. Естественно. Ну тут вот, смотри, вот тело, что собрал. Ты просто посмотри на это чудовище. Что оно собрало. Генерала он в 3 звезды собрал. Мерзость. А как его придется контрить тогда нам? Можно, в принципе, хпшку поставить побольше. Может помочь. Ну, на самом деле, это все хрень. Вот этот черт сейчас будет всех забирать. Он, смотри, скилл, смотри. Скилл. О, А, ну да. Давай, сейчас камень Киры с первого раза. И все. И помянем. Но здесь будут шаманы, сразу говорю. Может, пант чисто оставлю по приколу. Там пант и кунг-фу, все. Все остальное это будут шаманы. Как чем? Ты арчит скипнул на некра. Контри некрами. Ну я рассчитывал на то, что у меня упадет там этот, скажи, драконий рог, чтобы я мог в нефритового генерала накидывать. Silence. Но мне драконий рог, видишь, не упал. Ну арчит, кстати, да, тут ты прав. За арчит я тупанул. Но я не ожидал, что он соберет генерала. Я думал, что будет сидеть без этого генерала еще очень-очень много времени. Ну там типок на инсеках уже растет, в принципе. Надо будет... О, ПМ-пресс, когда я угадаю, инсект нашел. Удивлен? Ни грамма. Меня, кстати, воин может порвать.
Но зато этот генерал должен спокойно жрать вот этих вот инсеков. Ух ты. Сыпануло так сыпануло. Скорее всего, мне не понадобятся панды. Ладно. Пойду лучше в уровень. Чем быстрее выйду, тем лучше для меня. Драконий рог берем. Все сейчас четко будет. Надо будет поставить... Вопросов нет. Вопросов нет. Мне нужен дизраптор. Дизраптор мне поможет против вот этого чудовища. Все остальное мне не поможет. Это все полный шлак будет. Он еще инвокера нашел. It's rude to touch a girl's tail without permission, meow. Сейчас будем изобретать велосипед. Да. Я оставил цевевку. Мне нужна импресска. Точняк! Юзлес предмет, кстати, упал. Держу в курсе. Что мне с этим предметом делать? Кстати, из хорошего омник есть. Да, свиток шамана поменяет. Хотя не помню. По-моему, поменяет. Ребята, ну кто в чате может помочь? Я вот не помню, если честно. По-моему, свиток поменяет мне шамана. Антимаг. Не поменяет, по-моему. Но мы это проверим. Я закину в какую-то панду. Ой, не панду, а шамана. Но попозже. Такую бесполезную панду закину. Но сначала мне панда придет. Тьфу, панда. Эмпреска. Вот, блин, я не хочу в эту дорогую кидать. Можно вот это вот будет закинуть, проверить. Давайте проверим. Ну, импреску берем, сделаем вот так. Поменяет или нет? Ну, чтоб не жалко было просто. Лучше бы в Эмбера играл. Шаманы тут слабые лиги. Да чё? Смотри, Берсерк. Инвокер. Ну, импреска. Ну да, в принципе. Есть две фигуры только хорошие. Так что да, частично ты прав. Я просто через импреску керри буду делать. Не поменяла, кстати. Значит, не меняет. Каковы шансы, что я найду себе сейчас дизраптора и... Ну, каковы шансы, что я, короче, найду дизраптора и импреску? Я считаю, шансы будут нулевые.
Вы просто посмотрите на это чудо. Пу-пу-пу. Не знаю, я думаю, может предметы в Эмбера закинуть пока что. Еще и... Хорошие гритеры, хорошие. Вопросов не имею. Эмбер бы это убил с хорошими предметами. Но у тебя 6 шаманов пока нету, предметы не меняются. Или сейчас на 3 шаманах предметы меняются. Нет, на 3 не меняются, только на 6. Ах, чё ты меня так жестко снес? Ничья. Жестко. Take my hit. May the tune of Spirit Rhino. I am the Eggman. Who do you think you are? A man can overtake me? My poor Это brother. просто трындец. Где моя легендарка? Вот, начинается эта игра, когда легендарки мне не идут. Я ранее 10-й, если что, взял. Держу в курсе всех. Но это закон подлости. Так и должно быть. Я этому не удивляюсь, в принципе. Привет, скажи, плиз, ты уже делал видос на Лину с капитанами Агром на синергии наблюдателя? Не, я еще не делал. У меня не получается пока что. Меня душат. Все, все, пошел, пошел, пошел в разнос. Сладкий, пошел. Who do you think you are? A man can overtake me? Something horrible is peering into our world from the deep. Да. Спасибо. Follow me. Вот это уже поярче. Light. Вот это уже выглядит сочнее. Надо ставить волшебников. Бэмс, бэмс. 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 Сюда, сюда. Это мы закинем сюда. Безруж тебе, это тебе. Некра, кстати, тебе. Вот это выкинуть, это тебе. Будем ждать. Smooth as civil punk. Что там у нас? Раз, два, три. 3 мага. Надо воинов, наверное, заблокировать. Воины мне не нужны. Маска молнии. 2 молнии. Earth is shaking? Want to defeat Shaman? They will be dominated. Возможно, кстати, 3-звездочная квапа, точнее 2-звездочная... Фу, блин, квапа может порешать вопрос. Bring this to my bodyguards outside. Давайте попробуем поставить ее. It's a pity to throw it away. I'm the star on top of the Christmas tree. I will be as thin as a rake. Дум, кстати, надо. Точняк. Вот это я туплю. Давайте до магов заблокируем. Зачем мне эти маги? Где маги?
Вот магия. Вот это... Опа. Cover my face to prevent lip readers from stealing my skills. Сейчас надо расстановку откорректировать чуток. My sister. Sorry, shaman. A weary light. You drift into Марси 3 звезд с цепочкой. С предметами хорошими. Душно. 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 Так, все отлично. Остался Гриттер один. Cover my face to Don't worry. Дизраптор есть. Хорошо. readers from stealing my skills. Хорошо. Теперь мне надо предметов на скорость атаку норм. Это тебе. Вот это тебе. Надо сейчас сделать красиво, чтобы Марси меня не душила. Она под гриттерами. Значит, нужен омник. Thing, I'm a summoner, unlike the god of thunder next door. Ай-яй, что я делаю? Charge every day. Ой, хорошо, все, минус генерал. До свидания, молодой горячий человечек. Пока. Victory like hot cocoa times a million. You're honored to meet the esteemed East King. From now on, follow me. Follow the light. Керри Дизрича. Там гриттеры. А зачем мне керри Дизрича? Это шляпный движ будет, если я закерю Дизрича. Мне сейчас самое главное, чтобы он своего Рики не поставил как надо. Если он поставит Рики как надо, то у меня, скорее всего, фляга засвистит. Как же он душит со своей Марси. Ну, это тупая Марси, метод это гребаный. У нее еще хорошие предметы. Надо Омник. Омник спасет от такой ситуации тупой. Тупейшая Марси просто. Она меня бесит. Надо Омник. Меня Омник спасет от этой ситуации. Преска, если перерулить предметы, не перебьет Марси, то в принципе может перебить. Но у меня тут хорошие предметы у ней. Единственное, что без руш можно нахрен выкинуть. А почему Горн сзади появляется? Надо сейчас поменять расстановку, чтобы Марси била именно вот этот вот Горн. Керри Дизрич, чтобы ты 3 лига с итемами была. Тебе Сало ничего не даст в Гриттере. This tree. Так а зачем мне Дизрича керри тогда, если ты говоришь, что Сало мне ничего не даст? О. БКБ. Фрешер. Нет, это все скипать надо. Цепочка. Вот цепочка пойдет. Да я вот сейчас и пытаюсь как-то поднастроить свою сборку, чтобы было все хорошо.
Тимак там тоже жесткий. Там жесткие у него фигуры, жесткие. Ничего не скажешь. Ну, кстати, пакт пакт не перевоплощает шаманов, заметили? Куда ты кидаешь свой сайленс, ты ублюдок? Серьезно? Найс, у меня гритер сраб... Open your eyes. I cover my face to prevent lip. Jishi, the ward. I think I. Skull? He ran away. Where's the root? Where's the destiny? Поиграл на шаманах. Ну и залупная Марсик выигрывает. Просто гритеров поставил, хорошие предметы наролил и соси жопу. Bring this to my bodyguards outside. I'm not hungry. It's a pity to throw it away. Я не просто в шоке, я в полном... Да. Нет, там просто знаете, почему пакт мертвецов сработал? Потому что у меня дизраптор не перевоплотился. Из-за этого гребаный пакт мертвецов сработал. Хотела на магов забавить. Просто вот это шляпный предмет, боже. Наролил, проверяй. Идея была хорошая, но бог рандома сказал, что Саня не сегодня. Расскажи, пожалуйста, как и против кого лучше выставлять братков-гритеров? Типа вообще расы, считаю, в бою нет, или как это работает? Тебе не должно быть ни одной неактивной расы. И в принципе все. Просто ни одну активную расу ты не должен выставить. И гритеров можно. Ну вот, просто играй на Марсе и все. Зачем куда-то далеко ходить? Но он чел играет на Марсе, кайфует, и нормально ему. Да я ненавижу просто Марси, понимаете? Тут еще не такие легендарки, которые бы мне хотелось... Вообще я загрустил из-за того, что у меня вот этот солнечный шаман перевоплотился. Остальное такое. Просто ни мисы не работают на Марсе сейчас, ничего. Плюс у него отличные предметы на Марсе, понимаете? У него шикарнейшие предметы. Перерождение есть, шаманов это триггерит. Трындец как. Кираса есть, броня есть, инкастовый вот этот хрень есть. Ну, короче, там просто много чего у него хорошего. Поэтому так все плохо, так все грустно. Я сейчас думаю, что можно еще такого вот придумать. Ага, понял, надо расстановку поменять. Двойные клыки, спасибо. Like hot cocoa times a million. Пойдет реликвия яиц.
Сейчас просто нужно маленечко расстановку поменять. Я думаю, расстановка зарешает. Предмет 3-го тира, цепочка, мана. Блин, ну все это надо. Давай вот это рольнем. Понял, вопросов не имею. Не, ну в принципе, кстати, обезруш мне не работает. Берем сферу. Сейчас паролимся. Мне нужна была очищающая... Ой, я его, по-моему, снес. Сейчас, ребят, подождите. Все, пока. Все. Давай, иди отсюда. Иди гуляй, иди просто вот. Ну, генерал красивый, но он затупил, я Рики поставил, из-за этого снес в легкую. Им надо было здесь перчатку чистого урона найти, но из-за того, что тут гриттер, не было смысла. Правильно поступил. Пытался тролля закирить, не получилось. А, он перчатку нашел. Понятно. Вот чего так легко сбрил. Он перчатку нашел. На самом деле он жестко тупил, у него был Рики. Почему он Рики не поставил под моих шаманов, я этого не понял. Но и самый прикол в том, что я до сих пор не нашел Омника. Вы видели Омника? Ну хотя бы хоть спасибо шаманов понаходил. Ну обидно, конечно, было с солнечным шаманом. Это просто трындец какой-то. Сейчас чатик почитаю. Не, я имел в виду, кого она закрывает. Смотри, синергия гриттеров закрывает большинство сборок, если у тебя сильный керри. Если у тебя сильный керри, то ты закрываешь многие сборки. То тех же самых вот шаманов, как ты видел, может Марси спокойно закрыть, но если бы тип не затупил. Он мог спокойно меня вынести. То есть у него хорошо это получалось. Но он что-то затупил, не сделал этого. Поставил бы он Рики под моих шаманов, было бы четко. Но у меня вообще солнечный шаман не перевоплотился в нежить, потому что сам тупой. Тупой, потому что надо было все-таки этот пакт убирать. Но там чисто стан сработал на солнечного шамана. Солнечный шаман у меня не смог перевоплотиться, из-за этого пакт мертвецов был. Ну так вот. Кого еще гриттеры? Ну, на самом деле, вот, Кири Марси, смотри, условно. Я там ролики выпускал с Марси. Гриттеры многих закрывают. На гриттеров не работает ни один контроль. Не работает минус броня, поэтому ты с помощью Марси можешь спокойно снести. Тролль спектра на крипов пришла. Сейчас придет на Марсе чекать чё. Я тебя знаю. Ну, кстати, да, это тоже прикол, то, что мне спектра и тролль пришли на крипов, а на нормального типа мне приходит МПС, Дизраптор. Красавчик. Типичный игрок на Марсе. 0 IQ. Ха-ха, легенда. Станящий молот 4-го тира не работает на гриттеров. Да, не работает. Кстати, а почему ты 2 шапки 2-го тира не пытался найти? Так а зачем он? У меня весь стол 3-звездочный был. Ну, кроме маленького этого типочка. Зачем мне шапку искать было? Плюс тут не было этого мастерской бума. Поэтому такое себе. Ну, короче, это нерентабельная трата была бы. Если бы у меня был там стол не в 2 звезды, то такое. Стартуй. Что, не работает? Так типа, если 9 магов стоит, чел ставит гриттеров и маги не замораживают? Да, все правильно. Если там нет очищающей сферы, вот этого предмета,
то ты синергию гритеров никак не контришь. Только ты получаешь минус броню, ой, точнее, ты получаешь минус магическое сопротивление, минус хп от нежити получаешь, потому что это другой тип дебафов, и все. Ну и отталкивание охотников работает. Да, предметы, стан, хексы, все в мусорку летит. Здорово, здорово. Так, я понял, не работает, да? Кто хотел там пати? Давайте быстренько, бы время. Разница в ранге, я не мог стартануть. Ну, то, о чем я говорил. Поехал тогда я. Гритеры закрывают многих. Тут просто понимать надо, под кого ты гритеров ставишь. То же самое антимаг спокойно может закрывать 90% сборок. Вот Марсио-то, если бы он поставил 2 Рики, то он бы закрыл мой весь стол. Потому что я блинк не брал. Если бы у меня были блинки, тогда эти Рики шли бы в молоко. Плюс мне омник не падал еще. Плюс чел взял себе перчатку 5-го тира, закинул Марси, когда у него там маска. Короче, чел не доиграл. Девять охотников откидывает гритеров. Да, раньше это не работало. Раньше это было очень сильно. Раньше гритеры спокойно охотников контрили. Сейчас, к сожалению, так не работает. Сейчас, короче, если мне падает пакт мертвецов, мы сыграем на нежити. Гоу бабку через гритеров. Ну, посмотрим, что будет идти. А так можно и бабку. Спасибо за лайки, ребята, за реакции. Что мы видим? Яйца. Видим опять хаотичный договор. Двойных мобов. Отлично. Отлично. Легендарки здесь, кстати, кайфовые под шаманов. Я думаю, на нежити попробовать сыграть. И через лустрик, если упадет хаотичный договор и снова вот это вот реликвия, то будет имба. Двойные мобы еще есть вообще пока. Ну, вообще обалденные реликвии. Это легендарки топовые. А есть инсектоидов через пояс Никса за 4 монеты. Не хочешь попробовать? Не хочу. Я не хочу на инсеках играть. Мерзкая сборка, никому не советую, никому не рекомендую. Я вообще противник инсектоидов. Типа, ну, это слишком тупая сборка, на которой мозгов не надо, чтобы играть. Игра на победу, не на контент. Да не. Так не работает, неинтересно. Но смысл играть не на победу, когда есть 3-метовые сборки. Можно сказать, что я эту игру прошел, и мне не особо интересно играть на победу. А шмотки тратить на пояс второй шмотки Киры легендарки? Конечно, ну, второй не надо. Одну только надо тебе. 2 не надо. Только 1. Смысл тебе 2. Уже сразу видите, скилл проявляю. С первого раунда. Вообще здесь можно на убийцах сыграть. Че, может быть на убийцах сыграть? Что думаете? А что у меня с деньгами? А, это ж... Все. Я протупил. Вот мы и посмотрим, как поднимать ММР. Да, неинтересно. Лично мне не интересно. Так, ладно, что тут у нас? Пакта нет. Рандомим. Капля. Я считаю имба. Надо брать.
На убийцах можно катнуть. На темпларке. Давно на темпларке не играл. Можно попробовать. Что ты стырил? А, скилл селедки он украл. Ну тут меня, кстати, порезали. Так что, играем на убийцах или нет? Чатик. Не спим, просыпаемся. Да ты глянь, как оно идет. Рабочая тема, за это и лайк поставила. Есть 3 сборки. И все. Ну, зачем? Ну, неинтересно. А вот на темпларочке можно было бы сыграть. Да. Отпинали меня тут. My sister. Marine clan for dinner? Oh, please, no more seafood. Поехали на убийцах катнем. Надо по-любому будет здесь жетон отступника, потому что Марсин рисуется в 99% случаях. Его стан был сильнее, чем мой. Oh, magic conch shell. What do we need to do? I'm a star on top of a Christmas tree. No, I heard a monkey had a rooting technique. Играем, короче, на убийцу. Find it and learn about the technique sometime. Может получится. Хочу темпларку попробовать реализовать. Если она не упадет мне, допустим, хаотичный договор и писки времени. Это есть здесь магическая коробка. Я думаю, здесь рыцари еще будет. Надо будет по-любому перчатку искать. Привет, привет, Рейдж. Snow Festival Punk. I, Eni, swear to serve my lord and save the world. I'll offer 1,000 strategies and endless tactics. No matter the hardships, I will never regret it. Эльфы. Эльфы.
Привет, привет, Биллу. Спасибо за лайки, ребят, спасибо. Зрителей так же ровно, как и лайков. По кайфу. Так, ну тут я этого не заберу. Слишком он большой какой-то. Большой дядя. Эх. Пум-пум-пум-пум-пум. Сейчас бы, конечно, сюда бы Рубика в эту сборку. Я бы поставил себе 9 убийц. Вообще здесь прикольная игра через рыцарей. Ставишь себе древних и рыцарей, просто наваливаешь. Тоже прикольно будет. Отлично, минус броня упала. Small festival punk. Хаотичный договор. Опа. Oh, magic conch shell. What do we need to do? Хаотичный договор. Я думаю, надо брать. Надо брать, делать вот так. Становиться на лоу-стрик. Стол у меня слабый, в винстрик я не пойду. Не получится. Сларк не даст сделать. Здесь, если заменить его или волшебника мира. Так я и думаю, что придет. Когда-то кто-то, какая-то замена. Ночь. Ты ж вроде писал это, Дмитрий. Ты ж писал это вроде, да? Или у меня что, уже повторение в голове идет? Чё-то я не понял, как этот энфорсер меня выносил. Я думал, Зевс его в магию вынесет. Я работал, не слышал. Ну давайте еще раз его вопрос прочитаю. Ночью видел меня чувак 9 нежити вынес. Я вообще не мог ему ничего сделать. Хоть весь стол был в легендарных трехзвездочных фигурах. Видел? Я, по-моему, отвечал тебе, что я не видел эти скрины. Если можешь, то сейчас в чат ответь. В Телеграме эти скрины я посмотрю. И гляну, что там не так. Но тоже, моя инфа, она может быть не актуальной, потому что... Потому что я ж не был в игре, я не знаю, что там у тебя было по итогу. 6 чернокнижников и 4 древних, 9 убийц, Т3 темпларка не пробивает. Проверил. Что у тебя в темпларке были, Т3? Перчатка 5-го тира была? Уже скинул на опережение. Хорошо, сейчас я посмотрю. Я просто не хочу лустрик провтыкать. Ля! Все, Эмбер идет, ребятки. А предметы не идут. Ну берем пока вот этих вот волшебников. Лучше пойдем быстренько в уровень. Сейчас я прочту секунду. И 3, вот. Так, а что там по предметам было по итогу? Зевс у тебя трехзвездочный. Что у тебя все были? Что у него там были? Вижу, ты ниже кидал. Так у тебя в Зевсе нету посоха 3-го тира. Что по итогу за синергия у тебя была там? С таким столом ты мог, наверное, 6 богов поставить спокойно. Но я более чем уверен, что тебе просто урона не хватало. Если... Что там еще в инфорсере сейчас гляну?
А, так там щит 5 тира, еще очищающая сфера. Да и на самом деле тебе просто в Зевсе не хватило посоха 3 тира. Но тоже не факт, чтобы это тебе помогло, потому что чел мог тебе спокойно вернуть урон. Маклауд, привет-привет. Спасибо за лайки, ребят, спасибо. Первый раз Зевса собрал. Но призму ты правильно сделал. Тебе только не хватило посоха 3 тира. Был бы у тебя посох 3 тира, ситуация была бы совершенно иной. My sister. Sorry. Wolves in wolf's clothing. Who would have guessed? Это грибная фея. Играли раньше. Сегодня будешь гамать? Ну, я вот сейчас играю. Я помню, что за грибная фея. Ник знаком. В клане еще был. Но я так и не понял, что он просто... Ну, я так и понял, что он просто жил. А синергия нежити тикала и убивала меня. Ой, я это прочитал еще. Ой, сори, я... Все, мозг поплыл. Star on top of the Christmas tree. Блин, предметы, конечно, уникальные падают. Вопросов не имею. When you press my chest. You only get a slap in the face. Так, ну мы можем сейчас сделать вот так вот уже. Сделать себе стол немного сильнее. Активируем хаотичный договор и погнали. Потому что и дальше я буду сейчас сидеть через лустрик. The scroll's my blanket, the brush my pillow. This is the life. А, я клевер скипнул. Вот баран. Ну ладно. Значит, сегодня без Эмбера. Все ок, не буду отвлекать. Там ничего страшного, просто я так сейчас задумался немного. Такое. Оправдана ли потеря такого большого количества хп ради фиолетовой шмотки? Да я особо не потерял сейчас хпшку. Ну, сейчас посмотрим, сколько баночки еще восстановят. Но у меня же в любом случае стол был слабый. Типа, я бы не сэкономил бы себе больше хп. У противников намного сильнее столы, чем у меня. Поэтому, в принципе, отчасти оправдано, можно так сказать. May the tune of Spirit Rhino protect our Если бы у меня было стол посерьезнее, я бы 100% пробовал бы рвать за это. Так. Какой смысл рвать, если ты не сможешь порвать никого? Привет, а что бы ты выбрал? Эмбера в 3 звезды или Фантомку в 3, или Темпларку в 2? От ситуации. Эмбер в 3 сильный, но и Темпларка очень сильная. Есть ли смысл покупать пропуск? Но если тебе нравятся внешки, то есть смысл. А так он особо никаких привилегий не дает, кроме того, что у тебя возле никнейма появляется галочка, кто к тебе ранее приходил. Привет, чем контр 9 нежити плюс 3 ханта дровка Кири? И есть 2 звезды спектра. Ну, всю нежить контрит 2 сборки. Это инсектоиды и второе это шаманы. Спокойно контрит. Ну, и остальное это сильные керри и тому подобное. Дефолтная Марси может спокойно законтрить. Если хорошие предметы. Например, придержать реликвию, усилить стол и потом забрать легендарку с винстрика. Так ты думаешь, я бы здесь сделал... Ну, посмотри на мой стол сейчас. Вот. А теперь сравни с этими столами. Кого бы я здесь мог выносить? Я тут гарантом получу сейчас предмет, а там не гарантом. И стол у меня до сих пор, если что, очень слабый. Я ничего не сделаю. Вон, Тинкер в 3 звезды бы меня жопу разорвал бы. А ну, кстати. Мин. Ха! Мин получил с рандомного
С песков времени хаотичный договор. Как вам прикольчик? Так, 21 хп, 7 банок, поехали. «35 хп восстановил за 7 баночек. Четко. Как раз играл на Марсе с крутыми предметами. С 4 тычек улетал от дровки. Ну, у тебя кираса была? И что у дровки были за предметы? Эльфы у тебя были? Гритеры были? Можно так даже сказать. Я тебе так скажу, всю нежить, кроме дровки и кроме героев без маны, может разорвать один антимаг. Хороший воин может разобрать. Маг отличный с прокаста может всю нежить разобрать. Квапа. Здорово. Roleplay. We're almost there. It's just one step. О, эгида. Смотрел сегодня за топ-1 игроком. Он играет 9 магов через 3 волшебников без эгиды и Дарксира. Но со свинкой и тинкерами побеждает. Так, иди-ка так тебе попробовать. Может, в принципе, и попробовать. Смысл в этом какой-то есть. Смотрите, есть двойные мобы, есть ящик азартов. Мне кажется, двойные мобы лучше всего взять. Хотя и ящик азарта тоже отлично смотрится. Я, наверное, сейчас паролюсь. Потому что мне нужно уже усилить свой стол, иначе меня снесут. Я думаю, стоит все-таки паролиться пока что. И взять двойных мобов. Потому что пески времени мне могут потом упасть. А двойных мобов я смогу и сейчас реализовать. Да, поехали, так и сделаем. Рандомить пески времени — это плохая затея будет. Шалом, шалом. Маска 5-го тира в Дарксире. Меня Марси напрягает. Я надеюсь, что мне с первого предмета упадет МКБ. Вот это квапа у меня стырила. Щит Дарксира. Еще и винстрик забрал. Здорово. А, не забрал. Сколько у тебя винстрик? Два раунда еще винстрик. Ну ладно, живи. Стол. Дизраптор. Think I saw a blue Ёб твою медь. Now that it's come to this. 在下越王勾践剑，久仰各位大名。开玩笑的。 Ладно, усилим свой стол. Поставим посильнее сейчас. Ну, это, конечно, не совсем то, что я хотел, чтобы поставить. Кстати, надо было мартветку поставить вместо... Ай! Посохом 3-го тира. Ай-яй-яй. Вот это плохо. Вот это плохо и очень больно.
Да. You can hurt me. You can't lay a finger on Seth. I am a hard candy bear. As hard as a tough guy. Ну что, мне придется держать, получается, Дизраптора до 30-го раунда. Хотя я думаю, вряд ли мне магическая коробка еще упадет. Ладно. Ever tried my poison? Guess not, you're still alive. Стол, конечно, у меня пахнет бедностью. Да. Грустно. Killing spree. Dominating. I'm Red Fox Gentleman. Опять ты. Glad to meet my. I am the Eggman. I'm coming out. You like me? Ha! That stinky monkey. So, a traitor's been right under my nose. Ладно, я сделаю себе сейчас хотя бы хоть какого-то адекватного керри. Tears. Я не хотел яйцо тратить до последнего. Сейчас, подождите, а кошки... Кошка дверь выносила вперед ногами. Надо ролиться. You can hurt me. You can't. You're honored to meet the esteemed East King. I am the East King, ruler of a mountains. All the water tribes of the four seas and 8 desolations are my people. Орчит. Орчит тема, кстати. На самом деле у меня такую же жесткую способность украл. Типочек. Скилл Свена украл у меня Эбер на секунду. Вот это да. Вот это я понимаю. A taste of victory, like hot cocoa times a million. Шарбеза возьму, если что. Хотя и дезолятор был тоже отличный предмет. I'm coming out. Пу-пу-пу. Вот это плохо. Мне нужен меч первого тира. Понял, меча не будет первого тира. Ладно, тогда делаем так. Под конем. Ты по приколу ты 2 лиса держишь на скамейке? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо, спасибо. Я забыл. За него спасибо, спасибо. Там у меня уже внимательность на 0 упала. Отмазки, отмазки. Но спасибо, что написал за это. Checkmate, kiddo. Ладно, надо ролить предметы. Все это, конечно, очень хорошо, но надо ролить предметы. Рапира, хекс, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не, надо искать другой предмет.
Кираса. Кираса пойдет. Не самый лучший предмет, конечно, который бы мне хотелось, но пойдет. И надо в уровень пойти сейчас. Надо 10 взять, поставить горн, потому что там ну, больно будет. Надо перчатка чистого урона. Я, кстати, сейчас рванул предметы, потому что я так понял, что я хочу реликвию не мастерскую бума себе, а я хочу себе реликвию этого посоха времени, чтобы двойных мобов себе сделать и на 35-м раунде еще мобов фармануть. Это вдруг не понял, почему я рванул предметы. Кстати, Арчит отлично только что законтрил гиду. Итак, проклятие темпларки. Придет ли мне темпларка? Кстати, чел будет через мартретку играть. Реликвия яиц у него есть, поэтому он будет играть через мартретку. И он... А, не, он реликвию яиц активировал. Гений. Но мне надо в любом случае, здесь будет МКБ. Но на самом деле мне нравится то, что у меня... Я понимаю, что я читер, что я украл с помощью Кристалла Геральда себе ульту Свена. Но все же. Ну, кстати, ульта Свена это на самом деле прикольно. Чисто БФ встроенный. Надо сейчас будет за ним понаблюдать, сколько он урона по итогу-то стырит. Ой, стырит. Активирует, и сколько у него будет. Как раз против... Ага, понял. Давай! Давай! Ты сможешь! А, не, ультуху он не активирует, походу. Потому что обновляется все время его ульта. Эмбер 9000 урона. Но походу Свен откиснет, у него еще и блинк. Ну пусть прыгает сюда, сладкий. Сейчас мы ему расскажем, что почем. $160 урона у рыжего лиса. Получается, в рыжего лиса будет лететь обезруш. Но зверей вроде бы я должен спокойно забрать, потому что звери очень слабые. Свена я тоже должен забрать, хотя у него Свен 2 звезды на 8 уровне. Меня больше всего смущает это вот этот вот гоблин, у которого посох 3-го тира еще есть. Ты издеваешься, дядя. Но мне нужен этот... перчаточка. О, винстрик. 21 винстрик я украл! 21! Прикиньте! 21 винстрик. Ай-яй-яй. Это жесть. «21 винстрик». Ребяточки, ну что, как там дела? На самом деле я не знаю, как я живу. Вот тебе предмет 4-го тира. Но у него БКБшка. Блин, ну это было круто. Но мне в любом случае надо будет найти сейчас перчатку чистого урона, чтобы его разнести. Кстати, станет 8 стан. Спасибо тебе за подписку на Twitch. Я не услышал ее. — 18 минут назад. Миллиард денег. Блин, яйца. Ладно. Ух ты! Миссы нет. Не минует, к сожалению.
Блин, ну надо брать ящик. It's a pity to throw it away. Have you ever seen a fist? You like B? Ha! That stinky monkey. So, a traitor's been right. Хотя и шлем РС отлично смотрится. Надо брать ящик, потому что мне нужно темпларку найти. Я думаю, надо ящик брать. Дай бог, чтоб повезло. Ёп, повезло. A man can overtake Кого me. убрать? Тебя убрать. My Тебя true поставить. assassin Лично. needs a creed. Дай 2 темпларочки еще, пожалуйста. 2 темпларки, и все, и мы будем мясистые. Мне маска не нужна. Молнии. Ну, молнии еще пойдут. Я в дальнейшем против него еще омника могу поставить. Так, двойные мобы у зверя. Вот это плохо. Омника я оставлю, он пригодится. Он и дебафы скинет, и обезоруж скинет. Человый парень. Please wait a moment. Пожалуйста, дай мне 2 темпларки. Темпларку и яйцо. Кто вылетел? Да какой ты, какой хан, какой это, ты чё? Эх. Беда-беда. Беда-беда. Хекс. Души, 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 души этого зверя. Только не палку. Только не палку. Хорош. Хорош. You can hurt me, but you can't lay a finger on Seth. They will be dominated. Praise the holy light. Не, ну против него надо 100% брать. Омника. Надо, надо. Берем. Holy knights. Вместо горна поставим. Вот так сделаем. Омника в коробку. Да не, ну блин, но он дает 50% физического магического сопротивления. Как раз отлично против того Драксира, которого собирают. Просто 9000 урона темпларка. За что? За что? Как? Как она 9000? Однозвездочная темпларка 12 тысяч урона, ребята. Чего? Без предметов, без ничего. Спасибо, Ливончика засумонил. Praise. You're honored to Еще meet один the омник esteemed пришел. East King. You're honored to Мне нужен темпларочка. Дайте темпларочку, пожалуйста. Омник Свен с Хиксом, это, конечно, еще та шляпа. У него еще и хаотичный договор. У него еще хаотичный договор. Мгм. Неправильно, я если что, Рики поставил. О!
Звери плюс Энигма Керри, ребят. Я такого не видел еще. Звери плюс Энигма Керри. Выглядит сильно. Вам не кажется? Cocoa times a million. Ah, Taoist, please wait a Ай. Да иди в жопу, дай мне вот эту тварь. Дерики. Тварь. Ребята, я сразу говорю, то, что мне сейчас не идет вот так вот темпларка, это нормально. Это, не знаю, это... Я не знаю, с чем это связано на самом деле, почему она мне так хреново идет. Щит 5 тира. Опа. Проблема. А, ну на самом деле не проблема. У меня если темпларка соберется, то забей. Сейчас давайте ставки поставим. Кто быстрее соберет темпларку? Эльф или я? Кристальчик, хорошо. МКБ вообще прекрасно. fake mercies. Не успел. Чуть-чуть не успел еще раз. Так, иди ты сюда. Тебе вот так. Одного предмета не хватает. МКБ есть у него тоже хорошо. Что у тебя? Радик, ну, в принципе, тоже самое. Ребят, 40 человек на стриме. Накидайте лайков, плиз. Спасибо. Боже, какое мясо тут творится. Я не понимаю, что здесь происходит. А, он меня вынес. Но это из-за того, что темпларки нет. Опять он не идет. Ну ты просто посмотри на эту херню. Не знаю, может все-таки попробовать. Надо чисто урон, я его так не снесу. А, там древние, точно. А я-то думаю, что так больно, а там древние у него. Квапу надо переделать через ящик азарта, тогда придет темпларка. Не дай бог. Темпларка, темпларка. Всем хана. Агоним — это крутая вещь. Каковы шансы, что я сейчас зарандомлю, мне упадет камень Киры? Каковы шансы? Я думаю, шансы нереально огромные. Смотрите. Вместо огня... Смотрите. Сейчас камень Киры падает.
О боже. Это трындец. Я как в воду глядел. Ой-ой-ой. Да. I'll enjoy their suffering. Фу, до слез просто. Shine showed the way. Но делает темпларка под Кирой, чё контент? Ну, кстати, да. Вместо Омника можно поставить. Чел Аганим нашел, закинул в темного лорда, гений. Ля, темпларка наваливает, посмотрите. Ну как же ей плевать на щит 5-го тира? Careful what you say and do. Фу, B? это было мощно. Monkey? So, Это было мощно. it's been right under my nose this whole time. Было бы у меня БКБ, можно было бы, кстати, реально попробовать под Кира сделать. Фу, это реально было очень мощно. Тупо до слез. Фу. Ну тут, кстати, у него сильный стол. Я же говорю, без перчатки мне будет тут туго. С перчаткой будет все прекрасно. КП есть, сделай. Star on top of the Christmas tree. You like B? You're honored to Фух. be esteemed, Что-то меня разрывало нормально так. but the way you speak, I don't like it. Так, ща. Камень Киры, камень Киры. Есть Кира. Going? I thought you knew. My sister. Demon Deuce, follow me. Сейчас, что у тебя тут за предметы? Контроля никакого нет, поехали. По приколу. Без смс и регистрации. Смотрите, что сейчас будет. Бэмс. 600 урона с руки. Бэмс, бэмс, бэмс. Бэмс. Красиво. Красиво. I'm an Easter egg. You found me. I am the Eggman. I am inevitable. I'm an Easter egg. You found An assassin. А как вам такое? I am the egg. An assassin. А как вам такое? А? Парам-пам-пам. Да, это жестко. Да, это жестко. The taste of victory, like hot cocoa times a million. Я хочу еще рыжего лиса на сдачу собрать. Я думаю, он в шоке там. Так, ребятки, 50 человек на стриме. Давайте за трехзвездочную темпларку нужно прожать 50 лайков. Поехали. Ну, это красиво. Мушквапу схавать. Хотя тут, в принципе, да, в принципе, без разницы, кого тут хавать уже. Тут забей.
Бэмс, бэмс, бэмс. 10 тысяч, можно сказать, ладно, 8,5 тысяч хп у темпларочки, 3-звездочная с обалденнейшим щитом. Чисто минус, сколько там ему прописали, ну, так и не понял. Но это было эпично, эпично. Красиво. Такое мы любим, такое мы одобряем. Ай-яй-яй. Фух. Так, ребят, я думаю, на сегодня хватит. Я там напишу, когда будет стрим еще в своем телеграм-канале. Боже, что со мной сегодня не так, я не понимаю. В телеграм-канале. В телеграм-канале будет, если что, информация, когда будет следующий стрим. На сегодня будет хватит. Сегодня я пойду отдыхать. Вот. Поэтому всем огромнейшее спасибо за стримчик. Не забудьте лайк прожать, подписаться, кто не подписан. На телегу тоже подписываемся. И в принципе все. Всем спасибо. Всем хорошего вечера. Все, пока-пока.